Здравствуйте, друзья! И мы продолжаем обзоры спортивных клубов Днепра. Сегодня мы находимся на территории спортивного клуба «Мегарон». Это большой теннисный клуб, ориентирован в основном на занятия теннисом, но, как и в любом комплексе, есть тренажерный зал, в котором мы сейчас находимся, из которого непосредственно сегодня мы и начнем наш обзор. Итак, друзья, начнем с хорошего. Оборудование тренажерного зала представлено компанией Техножим. Думаю, те, кто в курсе, те, кто в теме, не нуждаются в рекламе этого бренда. Это премиальный бренд, и премиальность здесь заключается во всем. Начиная от материалов, тактильности, заканчивая качеством сборки как основных узлов агрегатов, так и биомеханикой, чудесной биомеханикой, которой, в принципе, отражаются все тренажеры. Теперь, если вы посмотрите на особенности зала, вот, например, на этот коридор, на эту разметку, то вернемся к тому, где мы находимся. Еще раз напомню, это теннисный клуб. И здесь часто тренируются теннисисты. Как бы основная аудитория, на которую был зал ориентирован, это люди, занимающиеся игровыми видами спорта. То есть тут можно встретить теннисистов, баскетболистов, футболистов. И благодаря таким разметкам, вот таким вот коридорам, и прочим особенностям этого зала, ребята тут делают различные вышагивания, выпрыгивания, то есть самый разный набор упражнений с перемещениями по залу, так как это необходимо в игровых видах спорта, увеличивают свои функциональные возможности организмов, занимаются реабилитацией, восстановлением своих суставов, то есть повышение общей физической подготовки. Ну и мы, тренера-фрилансеры, которые здесь, так сказать, прижились, занимаемся тем, что тренируем людей персонально. Это основная категория из тренирующихся именно по железу. Это люди, которые занимаются с тренерами. Людей, которые занимаются самостоятельно, здесь возможно процентов 20. То есть небольшое количество, несколько семей. Поэтому сейчас, конечно же, вы увидите, что здесь никого нет. Это нормальный вечер. Ранее в предыдущем выпуске нам задавали вопросы по поводу, а как же час пик? Я вам скажу, час пик здесь как таковой отсутствует. Мы вам, возможно, потом выложим небольшой кадр. Днем я сделал. Немножко, так сказать, скромно втихую от всех тренирующихся, и показал приблизительный набор людей в течение дня. Понедельник, среда, пятница, где-то с 9 до 11 это есть так называемый час пик. Но это не значит, что здесь негде стать и есть очередь на тренажеры. Нет, просто в зале можно насчитать вместе с тренерами 15-20 человек. Все остальное время это в 2 раза меньше людей, что позволяет качественно и комфортно проводить именно персональные тренировки. Теперь немножко глубже копнем именно оборудование. То есть кардиозону мы уже приблизительно увидели. Много-немного, но десяток тренажеров есть, поэтому самое необходимое для всех хватает. Здесь такая импровизированная зона свободных весов. Вот там дальше гантельный ряд. Зона свободных весов местами перемешивается с зоной грузоблочных тренажеров. Вот здесь грузоблочные тренажеры находятся. И как я уже говорил, чем отличается от оборудования Техножим, лично мне, конечно же, очень нравится, во-первых, это биомеханика. Очень плавный ход. Даже девчонки, которые со мной сюда перешли из другого зала, занимаясь, вот, делая разведение, сведение, отметили, что им очень удобно, очень комфортно. И это, конечно, плюс премиального оборудования. Дальше, как я сказал, очень тактильные, хорошие материалы высокого качества, гипоаллергенное покрытие, на котором не собирается, не впитывается ни пот, ничего такого, то есть рукоятки, на которых берутся, ну и плюс клининг, который на высочайшем уровне в этом клубе. Здесь все очень хорошо протирается, дезинфицируется, как видите, полы чистейшие, здесь можно ходить в носках. Моется каждые полчаса пол, протирается, вытирается. И сейчас я вам покажу несколько интересных фишек-плюшек, то есть обычный набор оборудования как бы мало чем отличается от других залов, но есть несколько столпов, которые, на мой взгляд, заслуживают особого внимания. Все вы знаете о необходимости стретчинга и растяжки. Новомодная тема, но, к сожалению, не все ее любят, и я также не являюсь любителем этого. Но штука необходима, и для здоровья это надо. И вот здесь есть пару тренажеров для таких ленивых людей, как я. Работают элементарно просто, и главное, они максимально комфортны. Я вам сейчас продемонстрирую, как это работает. Вот мы укладываемся, вот, пододвигаем упор в стопу.
Ложимся удобненько и берем спокойно в произвольном режиме, тянем одну ногу. Это максимально удобно. Вот есть шкала, по которой вы видите степень своей растяжки. Допустим, сейчас у меня 75. Немножко отпустил, отдохнул. И на глубоком выдохе делаю больше. Тянет локально хорошо там, где надо. При этом я весь вообще не напрягаюсь. То есть для человека, который пришел сюда после трудного трудового дня и устал после силовой тренировки, это максимально эффективно и удобно. Идем дальше. Это второй тренажер для растяжки. Он также очень прост, интуитивно понятен и полезен соответственно. То есть вы упираетесь коленкой на движущуюся платформу. Локти ставим на упорную платформу, снимаем с ручного тормоза и растягиваемся по мере ваших возможностей. Стоим, смотрим телевизор или слушаем музыку. Мышцы тянутся, вам приятно. Многие не любят именно заниматься стретчингом, потому что надо самому усесться на коврик или куда-то задрать ногу. Кстати, здесь есть тоже этот уголок. Вот есть коврики, шведские стенки. Пожалуйста, кто любит по классике заниматься стретчингом, здесь для этого есть возможность. Но есть два таких тренажера, которые помогают максимально упростить этот процесс. Идем дальше. Еще есть такая штука. Силовая платформа, вибрационная платформа. Она очень подходит людям, которые приходят, например, после игры в баскетбол или в теннис, у них забитые уставшие мышцы ног. Здесь можно с помощью вибраций получить необходимую разгрузку и расслабление. Эти вибрации дают вам прямо в мозг. Штука очень необычная, но вот сейчас я в ногах чувствую такие ощущения, которые я никогда не чувствовал ранее. Как я уже сказал, зал очень подходит для людей, которые занимаются восстановлением, реабилитацией, просто улучшением своих общих физических кондиций. И еще один станочек, который заслуживает вашего внимания. И еще один, друзья, тренажер, который заслуживает особого внимания. Чудо техножим технологий. Это тренажер, который использует магнитное сопротивление. Там нет никаких грузоблоков, никаких железных стеков. Здесь магнитное сопротивление. Вот таким фиксатором, регулятором мы меняем нагрузку от минимальной к максимальной. Вот здесь, обратите внимание, огромный спектр упражнений, которые можно выполнять на этом тренажере. И плюс еще ребята, тренера, надумали много своих. В принципе, прокачать можно все. Практически все. Есть много рукояток. То есть есть движение сверху вниз. Есть движение снизу вверх. В различных интерпретациях. Вперед-назад. Наоборот. Сзаду наперед. То есть полностью все мышцы, антагонисты, прямые, синергисты, все можно прокачать. Занимает достойное место. Кому нужна реабилитация, здесь нет жестких стартов, в отличие от работы со свободным весом или с грузоблочными тренажерами. Здесь очень мягкий старт и очень мягкая постановка на место. Поэтому у кого проблема с суставами, именно тому подходит этот тренажер. И собственно, всей концепции зала, которая направлена для фитнеса, для реабилитации, для восстановления. Ну и как разнообразие силового тренинга также имеет место быть. И теперь, друзья, мы решили подвести сразу итоги нашего обзора тренажерного зала. Дальше мы вам покажем, конечно же, душевые, там, санузлы, но это все, на наш взгляд, ерунда. Вот сердце непосредственно то, что нас интересует. И теперь давайте пройдемся. Из плюсов это, конечно же, пространство, это, конечно же, большой спектр возможностей для персональных тренировок. Так как я вам уже сказал, людей здесь слишком много не бывает, а оборудования в общем и целом хватает для того, чтобы качественно проводить персональные тренировки. Это большой плюс. Теперь, что касается цены на абонемент. Цена, с одной стороны, может показаться не маленькой, но с другой стороны, если сравнивать с ближайшими конкурентами, которые работают на таком же оборудовании, которые находятся, обратите внимание, ну, скажем так, откровенно, в премиальном дизайне, я не знаю, в такой же чистоте. Здесь всегда есть кулер с хорошей вкусной чистой водой, полотенце, санитонайзер, все присутствует, все элементы премиального клуба здесь все есть. Я это назвал простенько, как сказать, доступная роскошь. То есть абонемент в месяц стоит 2500 гривен. Но здесь руководство клуба ведет такую политику, в первую очередь направленную для удобства и комфорта уже существующих клиентов. Вы не увидите рекламу этого клуба, никто вас не будет сюда зазывать и просить. То есть те, кто знают об этом клубе, они знают. Здесь ценится приватность,
Здесь ценится конфиденциальность и комфорт. Поэтому, заплатив за 3 месяца 7500, вы получите возможность парковаться. Вначале вы видели, парковка большая, парковка бесплатная. Вы получаете полотенце, кулер с водой, вы получаете большой просторный зал. Еще внизу будет один зальчик, который также имеет место сюда относиться быть. Поэтому, с одной стороны, это как бы не сильно дешево, но с другой стороны, если брать клубы аналогичные с таким же оборудованием, это средняя цена. Средняя цена по отношению цены и качества. Теперь давайте попробуем найти недостатки. Ну, как я и говорил в более ранних выпусках, недостатки все те же, что и у других монобрендовых клубах. Клубы, которые используют один бренд оборудования. Всегда найдутся пару станков, вот здесь вот такие есть, да простят меня хозяева, я не побоюсь их показать. Вот взять, допустим, пару этих станочков. Что в них? Механика, конечно же, классная. Здесь все хорошо ездит, все те же премиальные материалы. Ну, все с ними хорошо. Но сама концепция, что этого тренажера, что, например, вот этого, она, ну, прошлый век. То есть технологиями здесь высокими уже как бы не пахнет. Поэтому, естественно, если бы не гнаться было за одним брендом, можно было бы разнообразить те же позиции, купить более функциональные. Ну, это практически в большинстве клубов, как я уже сказал, монобрендовых. Поэтому мы отнесем это к небольшому недостатку. Теперь можно еще поговорить об атмосферности. Здесь нет постоянного коллектива, как я уже сказал, тренера приходят фрилансеры. Поэтому, ну, конечно, кто любит большой коллектив, большой движ, там, дружную семью, здесь вы этого, конечно же, не найдете. Но этот клуб подойдет тем, я уже сказал, кто любит приватность, кто любит конфиденциальность и вот такой вот комфорт, доступную роскошь. А вы уже судите сами, подходит вам это или подходит вам то. Вам нужен праздник, веселье, общение или покой, возможность побыть иногда даже в тишине и хорошо, качественно потренироваться с нормальным, со своим любимым тренером. И теперь пойдем дальше. И вот, друзья, еще один огромный плюс и бонус для посетителей спортивного клуба Мегарон. Недавно, буквально 2-3 месяца назад, открылась вот такая вот студия функционального тренинга. Изначально ее называли CrossFit, но реально она работает в студии функционала. То есть здесь вы видите набор оборудования, грибные станки, TRX, стойки и прочий набор тяжестей. Идем, ключик покажем. Здесь есть достаточное количество турников, рукоход, гантели, гири, блины, тяжелые мячи. То есть все те, кому недостаточно оборудования наверху, на 3-м этаже, няшного, техножимовского, могут прийти сюда и побруталить, так сказать, взять хорошую гантельку, хотя там тоже гантель есть, поприседать, пошвунговать, поподтягиваться, в общем, утомиться окончательно. Попрыгать на вот эти все кубики, в общем, задать себе функциональных возможностей еще больше. Самое главное, что все это входит в пользование того абонемента, который я вам озвучил выше. Но есть еще одно преимущество. Иногда люди могут прийти, не покупая общий абонемент сюда, как отдельно в этот зальчик, за очень небольшую сумму, по-моему, одноразовое посещение стоит 150 гривен, и позаниматься только здесь, естественно, не поднимаясь в тот зал. Да, вы не получите полотенце и воду бесплатные, но, я считаю, за небольшие деньги в качественном новом зале, тут еще все пахнет новеньким, можно попользоваться именно таким набором оборудования. И здесь еще есть одна очень важная штука, которая мне особенно нравится, которую мы купили совсем недавно. Называется она инверсионный стол. Для чего он нужен? На этом столе можно повисеть вниз головой. Это дает возможность в конце тренировки, сейчас я вам покажу, как это работает, разгрузить поясничный отдел, разгрузить ноги после целого тяжелого трудового дня, укрепить и улучшить работу сосудов головного мозга. В общем, одни плюсы. Классная штука, очень популярная в нашем клубе. Сейчас посмотрим.
Ну что, друзья, во многих клубах вы видели такой стол. Думаю, что не во многих. Если где-то есть, то более дешевого образца, с более худшим покрытием. А так, еще раз подытожим. Зона функционального тренинга, которая позволяет вам расширить возможности в принципе своего тренировочного процесса, совмещая тренировку в одном зале, в другом, и все это в одном едином фитнес-пространстве под названием Мегарон Спортклуб. Или, как у нас написано на вывеске, Великий теннисный клуб, место Днепро. Ну что, друзья, вы видите вестибюль клуба Мегарон. Сейчас здесь народу уже немножко. Конец рабочей недели, конец рабочего дня. Люди доигрывают теннис. А здесь вы видите кафе. Днем здесь много людей. Это одно из достопримечательностей этого заведения. Здесь можно очень вкусно пообедать за относительно нормальные деньги. Здесь, как правило, сидят мамочки, папочки, ждут своих детишек с групповых тренировок по теннису. Пьют чай, общаются. Вот здесь происходит действительно клубная жизнь. Именно в этом месте, именно в этом заведении. Поэтому рекомендую, можете приходить сюда и просто даже пообедать. Я знаю, есть люди, которые, не являясь членами клуба, заезжают сюда на бизнес-ланч. Ну что, друзья, интимное место, санузел. Видите, да? Все очень премиально, все очень красиво, чисто и достойно. Вот здесь есть кабинки, автоматически включается свет. Думаю, подробности не нуждается. Есть мыло, умывальнички, сушилка для рук. В общем, все на высшем уровне, как я уже сказал, доступная роскошь. И так, в принципе, в каждом случае. Здесь очень хорошо работает клининг. Уборщицы, бедняжки убирают так часто и так густо, что иногда это бывает даже лишним. Но в этом фишка клуба. Здесь можно ходить по полу даже в носках. Также на территории клуба есть спортивный магазин, который продает все необходимое для занятий теннисом. И есть 2 массажных кабинета, в которых работают хорошие специалисты, которые помогают людям восстанавливаться после травм или после тяжелых тренировок. Вот, друзья, душевые. Последний момент, который, конечно же, важный. И хотим вам показать. Как видите, потолки большие, вытяжки вентиляции, премиальная сантехника. Все простенько. Шторок нет. Что мне особо нравится. 2 туалета, это внутренние. То, что мы вам перед этим показывали, это наружные санузлы. То есть можно здесь, можно там. Все максимально удобно. И теперь непосредственно раздевалка. Как видите, она не очень большая, но очень уютная. И теперь поговорим непосредственно о шкафчиках. Они сделаны для теннисистов, они очень широкие и большие. Здесь сантиметров 45. Кладутся различные вещи, куча вешалок, полочек. Вентиляция есть сзади. Нижняя, вот верхняя. Внизу, по-моему, нет. В общем, все удобно. Есть, да? Класс. И удобная скамеечка. Как сказать одним словом фразу? Я не знаю, дорогой, где находится твой прибор для сушки волос. Ибупрофен. Вот здесь фены есть. Они находятся в определенном месте. Поэтому все, что нужно для людей, у которых шевелюра, а не для таких, как мы с Димой, здесь, в принципе, есть. Как я уже говорил, выдаются полотенца, вполне себе достойные, для посетителей тренажерного зала особенно. Теннисисты их могут докупить за деньги, по-моему, так. В общем, как я уже и сказал, раздевалка достойная, свежая, чистая, очень чистая. Уборщицы убирают через каждых 15-20 минут, протирают. И после всего увиденного, я думаю, пришло время подвести итоги нашего обзора. Ну что, друзья, мы опять набросали небольшую шпаргалочку и подведем итоги. Разберем все плюсы и минусы. Итак, большая парковка, удобное расположение клуба, приватность, удобство и комфорт для персональных тренировок. Это те плюсы, которые мы, конечно же, отмечаем в этом клубе. Раздевалки, санузлы, чистота на высшем уровне, что как бы и требуется для клуба премиум класса. Напоминаем, цена, еще раз, очень важно, цена-качество. Цена для клуба премиум класса здесь доступная. Мы не скажем, что это дешево, но это доступно. Доступная роскошь. Еще есть такой один момент. Приобретая абонемент на 3 месяца, вы имеете возможность поставить абонемент на стоп. Если вам нужно уехать или вы, не дай бог, заболели, вам надо просто позвонить администратору, назвать фамилию, из обозначенного вами числа абонемент прекращает работать. Вы приехали, абонемент включился, и таким образом вы можете не потерять лишних 2 недели. Не каждый клуб может похвастаться такой услугой.
Максимум, где я слыхал, есть такие заморозки на годовые абонементы. А здесь также есть абонемент на полгода, который будет стоить чуть дешевле, и на год, который будет стоить еще дешевле. Таким образом, большой плюс – это конкурентность в плане ценовой политики. Теперь поговорим о недостатках. Недостатки, как и в любом монобрендовом зале, это в плане оборудования. То есть не хватает, конечно же, нам, как качкам, несколько позиций, которые мы бы хотели всегда добавить. Я еще, наверное, не видел такого зала, который бы полностью нам понравился. Возможно, это будет зал, который мы сделаем своими силами с нашими единомышленниками когда-нибудь. Вот. Есть несколько станочков, которые, конечно, можно было, как и в предыдущем обзоре, сдать на металлолом. Ну, это, наверное, и все. И теперь давайте подведем итог, для кого же все-таки подойдет этот клуб. Этот клуб подойдет для людей, ценящих комфорт, приватность, конфиденциальность и качественный персональный тренинг. Этот клуб не подойдет людям, которые любят шумные компании, большие веселья, шум, гам. Конечно, да, вряд ли вам понравится здесь. Вам надо поискать заведение, которое будет больше наполнено людьми, где будет громко играть музыка и, ну, соответственно, атмосфера будет. То есть здесь атмосферность, сказать, есть или нет, да, но она своя. Это атмосферность полного, так сказать, привата, тишины, покоя. Те, кто любит музыку громко, слушают в наушниках. Как вы видели, телевизоры работают, каждый человек может выбрать в принципе то, что ему нравится. Поэтому вот такой вот небольшой вывод. А вы уже судите сами, подходит вам, не подходит, приходить или не приходить. Надеемся, этот выпуск вам понравился также. Ждите, у нас еще есть пару залов на примете, которые хотели бы вам показать. Уверен, вам будет интересно. И до новых встреч!